Друзья, приветствую вас! Сегодня у меня будет интересная тема. Утопил я недавно кормушечку и приобрел. Лечевая кормушка, без нее никак, потому что первый закорм должен быть полноценный. Нужно хорошо насыпать корма на лун, чтобы потом не докармливать и не распугать рыбу. У меня есть маленькая кормушка, средняя кормушка, и получается сейчас я купил кормушку большую. Можно было бы, конечно, и самому сделать кормушку, но для этого нужно купить лист оцинковки, кучу всяких проволочек, всего-всего-всего, поэтому есть смысл на все это время не тратить, а воспользоваться трудом других людей, просто выполнить доработку, потому как у этой кормушки огромное количество недостатков. Значит, специалисты, которые собаку съели на кормушках, могут, конечно, сейчас отключиться. Но я бы все-таки посоветовал всем посмотреть все до конца. Можете со мной не участвовать в доработке ее, но выслушать то, что я считаю недостатком существующих кормушек и над чем нужно поработать. Во-первых, эта кормушка, она блестит. То есть, погружая ее на дно, как бы мы ни старались, а даже в пасмурный день у нас все равно существуют какие-то блики. И вот этот вот цвет металла, он будет создавать какую-то неоднородность неприятную для рыбы. И несколько ее будет отпугивать. Поэтому не зря, кстати, в последнее время все пластиковые кормушки и делают из зеленого пластика. Я в свое время тоже покрасил кормушки в зеленый цвет. Ну, почему зеленый? Ну, потому что это такой. Всегда зимой хочется весны. Весна – это солнце, весна – это зелень, поэтому приятный зеленый цвет. Ну, вообще зеленый цвет, он приятен человеческому глазу. Вот, поэтому я в свое время, не знаю, как-то неосознанно выбрал зеленый цвет и покрасил. То есть первое – это блеск. От него нужно избавляться. Второе. Значит, смотрите. Здесь вот такое тоненькое ушко, которое я легко сгибаю пальцами. То есть вы представляете, что будет при многократных срабатываниях. Мы будем подгибать, при срабатывании кормушки будет отгибаться обратно. В конце концов здесь все отвалится, и мы потеряем кормушку. У меня кормушка потерялась почему? Ну, потому что я не проследил за тем, что у меня леска высохла. Я, кстати, недавно делал глубомер. Потому что у меня все кормушки на глубомере. Вот. Ну, вот так вот не проследил. Нужно раз в 10-15 лет леску все-таки менять. Вот. То есть слабый узел. Вот он. Первое. Второе. Те, кто покупал такую кормушку и ею пользовался, вы попробуйте вот эти вот усы вставить вот в эту вот дырочку, да? Вот. Они постоянно норовят убежать, а на морозе это вообще трудновыполнимая задача. Ну, вот я сейчас вставил, конечно. Дальше. Смотрите, как они топорщатся. С одной стороны, это хорошо, у нас не будет ложного сброса корма в тот момент, когда это не нужно делать. А с другой стороны, если мы используем, как я, например, сначала поисковый бур 110, то в 110-й бур эта кормушка заходит, впритык. И вот эти усы, они не позволят просто-напросто ее опустить. Вы скажете, сверли 150-м, 180-м. Извините. Не всегда понятно, какая из поисковых лунок сработает. То есть мы можем засверлить 10 лунок, накормить их, а в итоге будет работать 1-2. То есть каждую рассверливать 150-м, в чем смысл-то с собой иметь 110-й поисковый. А в 110-й, чтобы закормить эту кормушку, нужно опускать, очень тщательно. И мало того, если она встанет в распор, что немаловероятно, то тогда при попытке ее там вытащить, у нас произойдет ее открывание, и мы высыпем весь корм там на глубине 10 метров, и он благополучно куда-нибудь
улетит. Поэтому вот эти вот усы, но они крайне как бы вредны. Они не нужны, и я на всех своих кормушках всегда от этого избавляюсь. Дальше. Ну, производитель, конечно, молодец, поработал, постарался и минимизировал, как любой бизнесмен, свои издержки. Посмотрите, вот проволочка, которая соединяет усы и это верхнее колечко. Ну, здесь что, тяжело было намотать несколько витков проволоки, чтобы вот это кольцо не раскрылось. Я обращаюсь к производителю. Ну, оно не сложно, да? Я понимаю, что как бы 3 миллиметра здесь и 3 миллиметра здесь, это 6 миллиметров целых. Это же на 100 кормушках целых там несколько сантиметров. Да, ну, конечно, экономия ощутимая для производителя, но как горько пользователю, рыбаку, осознавать, что из-за того, что вот здесь сэкономил производитель, да, потерять кормушку. Потому что при многих открываниях либо здесь разогнется, либо здесь разогнется. Ну и в итоге мы будем иметь огорчение. Нехорошо, неприятно. Если меня вдруг производитель посмотрит, ну, сделайте здесь немножко витков для того, чтобы парни, которые не хотят воспользоваться моими роликами, доработать основательно эту кормушку, ну, во всяком случае, не испытывали огорчения от потери вашего изделия. Вы же старались, закупали материалы, платили людям за изготовление этого хорошего изделия. Ну и в итоге пусть люди радуются. Дальше. Какой еще дефект? Легкая крышка. Ну, это можно как бы частично назвать дефектом, потому что когда мы засыпаем сюда корм и закрываем кормушку, он своим весом тоже немножко как бы давит на крышку и позволяет нам ее вскрыть. Вот. Но все добавляют сюда груз небольшой, что в принципе рекомендую делать и я. Следующий момент. Значит, смотрите. Вот это при разных условиях вскрывания крышка эта открывается по-разному. То есть вот этот узел, он сделан крайне небрежно, мягко говоря. Здесь надо доработать, чтобы это все открывалось хорошо, однозначно. То есть при сбрасывании у нас крышка была вертикально и корм высыпался. Дальше, следующий момент. Вот здесь, вот эта вот полосочка металла, она до такой степени тонкая, что, ну, я не знаю, при каком там десятке сбросов здесь все это дело отвалится. Вот этот узел, вот эта петля, ну, крайне ненадежная. Я все это буду переделывать. Дальше. Смотрите, если у меня маленькая кормушечка, сколько здесь насверлено отверстий? Да, огромное количество. Кормушка чуть побольше, ну, отверстия тоже есть. Здесь отверстия, мало того, что они маленькие и в небольшом количестве. Для чего они нужны? Для того, чтобы когда мы опускаем кормушку, сюда немножко попала влага, и когда мы сбрасываем, здесь не получался принцип поршня закрытого. То есть вода должна поступить внутрь для того, чтобы корм спокойно высыпался, чтобы не было задержки, там какого-то запаса. Поэтому эти отверстия я считаю маленькими, и я их просто-напросто буду увеличивать. Следующий момент. При прикармливании рыбы, когда мы делаем свой пароход и с помощью холота, либо просто по наитию, понимаем, что здесь рыба должна быть, мы стараемся кормить, чтобы не было шумно. Давайте попробуем смоделировать процесс кормления с помощью этой кормушки, которая недоработана. Ну, я сейчас сразу легко попал, потому что здесь тепло, комфортно. Вы слышите, как грохот? Нормально, так? По ушам бьет. Под водой рыба очень чувствительна к этим шумам, потому что подо льдом у нас нет ни шума ветра, ни волны, никаких других
подобных возмущений. Поэтому вот это вот любое звуковое вот это воздействие, оно отпугивает рыбу. К тому же оно аномальное. Она не привыкла к тому, что там слева и справа у нее сбрасываются кормушки. Возможно, она больше привыкла к треску льда при сбросе там, воды в водохранилище, потому что, ну, это как бы естественное условие такое, такой момент, который, ну, происходит, это как данность. И, ну, сбросили воду, лед треснул, но ничего страшного не произошло. Ну и рыба как бы к этому относится уже спокойно. И, ну, треск и треск. К тому же по весне постоянно лед трещит. Вот. Значит, здесь вот этот шум нужно убрать. Один из способов, как это убрать, ну, реализован вот у меня в кормушках моих. Я взял и сделал промежуточное вот это вот такое крепление. Что оно позволяет? Оно позволяет вот этот вход уменьшить. Не скажу, что это намного меньше шума дает, но во всяком случае вот этого удара этого кольца по верхней петле его нет. То есть ход этот маленький, и мы решаем эту проблему. Хоп. Вот. То есть чуть-чуть пролетело и здесь зафиксировалось. Далее, вот эти усы я переделал вот в такое крепление. Вот при таком расположении вот этого фиксатора, вообще на раз-два, видите, я попадаю в это отверстие. То есть не надо вот это вот ловить эти усы, а у меня всегда два конца смотрят в отверстие. Осталось только нажать немножко, подпружинить и все. Вот таким вот образом. Ну, это моя доработка. Здесь у меня свинец. Здесь у меня тоже свинец. Вот он здесь припаян. Здесь также доработано крепление. Ну, в общем, эти две кормушки меня на данный момент устраивают. Как я и сказал в самом начале, эта кормушка хорошая. Молодец производитель, что потратил силы, время и средства. Но ее нужно доработать. Сейчас мы с вами пойдем в мастерскую. Из этого полуфабриката сделаем нормальную, полноценную кормушку, которую я потом возьму на рыбалку. Пришли в мастерскую. Что я предлагаю первым делом сделать? Это привести в нормальное состояние вот этот шарнир и убрать здесь соприкосновение двух металлических деталей, которые дают немало шума при открывании кормушки. Берем отвертку и отгибаем этот язычок. Все, у нас крышка освободилась. Значит, здесь, что я предлагаю? Я возьму сейчас оправочку, положу здесь. И с помощью молотка я сделаю профиль, ну, наподобие петли. Вот. А здесь то, о чем я говорил. Видите, какая тонкая металлическая пластиночка. То есть она долго у нас не выдержит, поэтому я предлагаю здесь вместо вот этой пластинки впаять проволочку, на которую надену я пластиковую трубочку. Вот. При этом, когда все это дело соберется, будет нормально все открываться, закрываться, и это будет бесшумно, не так как сейчас. Вот вы слышите звук. Не изобретал велосипед, нашел гвоздь вот такой кривой и загнул его в тисках вот таким вот образом, чтобы он где-то по профилю был похож вот этому загибу. И сейчас я обстучу здесь, сделаю петлю. Получили вот такой загиб, который позволит нам здесь разместить трубку вместе с направляющей петлей. Нашел я в хозяйстве такую трубочку. Это отвод от фидерной кормушки. Ну и такой двужильный провод толстый, медный. Можешь, конечно, использовать любой другой, просто я паять буду, но решил, что медь будет лучше всего для этого подходить. Потом она не окисляется, вот, и будет долго служить. Самое главное, чтобы
пруток сюда заходил, имел свободу движения, ну и трубочка эта была где-то здесь. Ну, сейчас продолжаем дальше делать. Концы проволоки, я думаю, надо залудить, чтобы потом, когда я припаял к корпусу кормушки, у меня сильно не нагрелась проволока и не оплавила трубочку. Поэтому я сейчас... Можно, конечно, использовать канифоль, но я по-быстрому паяльной кислотой обработаю. Так получится быстрее. Внутри поступаю аналогичным образом. В данный момент имеет две заготовки. Первая — это крышка наша, уже с готовой петлей. Здесь хвостик, ну, я бы его усилил, поэтому я сейчас уберу эту проволочку. Вот. Эту часть она совсем хлипкая, и вот так вот выровняю. И буду использовать я вот эту пружинку, потому что фиксирование и сбрасывание буду делать совершенно по другому принципу. Вот. А эту проволочку я сейчас вот здесь впаяю, и за нее буду держать кормушку. Я вот так вот обрезаю эту ненужную петлю. Вот. Эти концы я вставлю сюда. Этот кусочек, который я обрезал, я загну и все это дело пропаяю. Верх сделал. Здесь я внутри тоже места соединений пропаял хорошенечко, уголочек этот пропаял, чтобы добавить жесткость этому конусу. Но это я временно так надел, пока крышку, вот, не зажимал еще петлю. Сейчас мне нужно подготовить крышку. Но я ее немножко утяжелю, расплавлю свинец в форме и здесь его прикреплю. Вот. А вот эту защелку я буду делать совершенно по-другому. Я ее обрежу и здесь сделаю такой подпружиненный фиксатор из, например, вот этого остатка проволоки, который у меня от кормушки остался. Соединил я петлевое соединение, а здесь проточил вот такой вот пазик. Сейчас здесь сделаю из проволочки фиксатор такой подпружиненный, который под весом вот этого грузика будет открывать крышку.
Звук, видите, какой? Благодаря пластику, пластиковой втулке, он глухой, не звонкий. Сделал я из этой проволочки вот такой подпружиненный элемент. Сейчас я вот здесь пропаяю вначале, затем изогну, так чтобы он у меня за этот кончик цеплялся. И путем подгибания буду настраивать момент открывания крышечки. Я закончил. Ну вот, если детально посмотреть, вот этот узел крепления надежный получился. Просверлил отверстие, чтобы вода лучше затекала и корм хорошо выходил. Крышку огрузил, сделал пружинную такую застежку. Теперь не нужно попадать никуда усами. Насыпали корм, закрыли и все, и сбросили. Везде пайка, жесткость конструкции добавлена, и она стала бесшумной. Сейчас пойдемте испытаем. Проверяем. Фиксация быстрая. Видите, при легком вздрагивании ничего не случилось. То есть, когда выматываем, сбрасываем кормушку, остановили ее, вот, ложного срабатывания никакого нет. Чуть помощнее поддернули, и она сбросилась. Ну что, друзья, я на этом заканчиваю. У кого есть какие вопросы по кормушке, задавайте. А я с вами прощаюсь. Сегодня был такой, ну, скажем, утомительный процесс доработки, но оно того стоит. Я вот сделал очередную кормушечку свою большую, ну и очень доволен, потому что мне она нравится. Если вам понравилось, ставите лайк и продолжаем смотреть мои видео. Всем пока-пока.